Это самый вкусный медовик, который я вообще пробовала. А медовик я обожаю. И я обожаю именно тот медовик с кислинкой с детства, где сметанный крем и тоненькие коржи. У меня довольно высокий стандарт этого торта. Что попало, есть не буду, а тем более готовить. Яркий карамельно-медовый сливочный вкус идеально сочетается с кремом, никакой приторности. Нежный, просто тает во рту. Это, о боже, это безумно вкусно. И должна сказать, что на моем канале уже есть медовик, он снят 100 лет назад. Там раскатка коржей, в общем, там так все по классике жанра. Так вот, сегодняшний медовик, он просто безупречен. Ну и в конце концов, непорядок это для канала всего лишь один медовик. Сегодня печем без раскатки коржей. Все легко и просто. И буквально за час у вас готовится целый торт. Эти ровные, мягкие, невероятно воздушные, очень вкусные коржи готовятся на медово-карамельной основе. В небольшую кастрюльку, желательно с толстым или двойным дном, наливаем 200 грамм меда, всыпаем 80 грамм сахара и отправляем на очень малый огонь. Я все делаю через весы, потому отдельно взвешивать ничего не нужно. Сразу же перемешиваем, сахар равномерно распределяется и не возьмется комочками. На очень малом огне в течение 10, 12, может быть 14 минут разогреваем и кипятим этот мед с сахаром до красивого карамельного цвета. Можно сказать темно-карамельного цвета. Следим, чтобы сахарная масса не начала гореть и чтобы не появился вот этот сизый дымок. Если первые признаки дымка появляются, сразу же выключаем, ничего страшного, это на вкусе не отразится. Как только достигнут желаемый цвет, огонь выключаем и сразу же добавляем 100 грамм сливочного масла. Масло может быть из холодильника, это ни на что не влияет. Даже наоборот, нам нужно как можно быстрее остудить эту массу, чтобы продвинуться дальше. Вот такая красивая карамель получается на этой основе, и будем готовить тесто. Уже можно включить духовку, так как все остальное делается супер быстро. Для вашего удобства я еще раз на экране дублирую все ингредиенты. К немного остывшей карамели добавляем 80 грамм сметаны любой жирности 15, 20, 30% и хорошенько перемешиваем. Все можно делать ложкой, но просто легче сделать это миксером. Я даже тесто на блины готовлю с помощью миксера. Итак, как только сметана разошлась, чем она жирнее, тем это быстрее происходит, по одному добавляем 2 яйца, соль и в конце муку с разрыхлителем. Немного смешиваем, чтобы мука не начала лететь по кухне. Включаем миксер и на малой скорости смешиваем все ингредиенты. Цели взбивать и получить воздушную массу здесь нет. Да и у нас это не получилось бы сейчас. Все, вот так быстро наше тесто готово. Теперь нужно его разделить пополам, чтобы вылить равное количество на 2 противня, чтобы испечь 2 одинаковых коржа. 340 грамм, то есть половину теста, я выливаю на пергамент, уложенный на противень. Аккуратненько распределяю, выравниваю края, также не забываю уголочки, чтобы потом слишком много не обрезать. К этому времени духовка должна уже быть разогрета до 180 градусов Цельсия. Включаем режим вверх-вниз и отправляем корж на выпечку. Коржи пекутся очень быстро, 8, максимум 10 минут. Получается вот такой красивый насыщенный медовый цвет. Тут же выливаем вторую половину теста, выбираем все до последней капельки с помощью силиконовой лопатки и выпекаем второй корж. Пока печется вторая половина теста, освобождаем первый корж от пергамента и, ориентируясь на уголочки, подрезаем корж, получая ровную прямоугольную форму. Это можно делать любым острым ножом, просто у меня под рукой был канцелярский нож после приготовления круассанов. В итоге получаем прямоугольник размером примерно 30 на 25 сантиметров. Разрезаем его четко пополам, чтобы получить торт размером примерно 25 на 15-16 сантиметров. Посмотрите, какого красивого карамельного цвета коржи. Они очень воздушные, рыхлые. На мой взгляд, самые лучшие коржи для медовика. Пока мы подрезали первый корж, второй уже испекся. Снимаем пергамент, подрезаем его таким же образом.
И сразу же все обрезки отправляем в остывающую духовку для того, чтобы они подсохли. Духовка должна быть выключена, можно включить обдув, чтобы быстрее подсушить обрезки. Так они лучше измельчаются и будет легче их равномерно наносить на торт. Если на каком-то корже у вас получился холмик, его можно легко срезать с помощью острого ножа. Посмотрите на эту структуру. И также отправить к обрезкам в духовку. Ну вот, можно сказать, за полчаса мы получили 4 коржа. Вот такие ровненькие, очень вкусные, пекутся легко и быстро. Остатки с пергамента я тоже снимаю и отправляю к обрезкам в духовку на просушку, потому что обрезки очень ценны, красиво, когда их много, а в итоге их получается совсем чуть-чуть. Пока коржи полностью остывают, готовим крем. Крем очень простой, идеально сочетается с медовыми коржами и готовится считанные минуты. Миску, где будем готовить крем и венчики для взбивания, я заранее отправляю в холодильник. Сметана и сливки также должны быть холодными. Все продукты будут взбиваться одновременно, так что все вместе выкладываем в миску. 500 грамм жирной сметаны, 200 грамм сливок для взбивания, 50 грамм сахарной пудры и экстракт ванили или 10 грамм ванильного сахара. Не включая миксер, погружаем сахарную пудру в сметану со сливками, чтобы она не разлетелась по кухне. Дальше включаем миксер и на средней и далее на высокой скорости в течение нескольких минут взбиваем всю эту массу и получаем вот такой стабильный, воздушный, очень вкусный крем. У меня не оказалось подложки под торт нужного размера, потому я дощечку обтянула просто пищевой пленкой, чтобы изолировать торт от возможных запахов, и на ней буду собирать торт. Крем на каждый слой я выкладываю, установив миску с кремом на весы. На первые 3 слоя я отбираю примерно по 170-180 грамм крема. На завершающий верхний слой я оставляю около 100 грамм крема и на выравнивание 100 грамм. Кстати, коржи можно приготовить за день до сборки торта и хранить сутки при комнатной температуре, они остаются такими же. Но и безусловно можно плотно упакованные в пищевую пленку коржи хранить в морозилке. После разморозки они будут как будто свежеиспеченные. После сборки торта крошкой нужно присыпать сразу же, чтобы она хорошо прилипла. Подсушенные обрезки измельчаем в фуд-процессоре или в кофемолке, но если в кофемолке, то не очень долго, чтобы они все еще остались рассыпчатыми. И через сито наносим эту мелкую крошку равномерным слоем на торт. С бочками немного сложнее, но в конце концов весь торт у вас будет обсыпан крошкой. Вес готового торта около килограмма 200 грамм. Теперь надо торту дать хорошенько пропитаться в холодильнике не менее 12 часов. Лучше всего накрыть его подходящего размера контейнером и в таком виде оставить в холодильнике. У меня контейнера такого размера не нашлось, но зато есть вот такая рамка для выпечки. Сверху я также накрываю доской, и так торт отправляется в холодильник на ночь. На следующий день, когда торт полностью пропитан, разрезаем. Наверное, этот медовик нужно назвать медовик нежность, потому что вкус очень нежный, сбалансированный. Этот торт просто бесподобный. Обязательно приготовьте. Вы не то что не пожалеете, вы теперь всегда будете готовить медовик именно по этому рецепту. Торт потрясающе вкусный. Я надеюсь, видеорецепт вам понравился. Вы обязательно должны попробовать этот торт. Поставьте этому видео лайк, не забудьте. Если не подписаны на мой канал, обязательно подпишитесь. Если нажмете колокольчик, будут вам оповещения о выходе нового видео, и тогда вы не пропустите новый выпуск. Я жду ваши комментарии или вопросы, или просто любой ваш приятный, теплый, добрый отзыв. Или нет, по-всякому бывает. В общем, я рада, что я сняла для вас этот рецепт. И спасибо, что были со мной.